привет! И с вами очередная серия видеоблога «Бизнес на пару». И сегодня я расскажу вам о бизнес-плане. Наше видение на то, сколько стоит открыть магазин и какая прибыль от него может быть. На цифрах нашего магазина и нашего ремонта, как мы открывались. Что потребуется сначала, чтобы открыть магазин? Первоначальные затраты. Аренда магазина. Не знаю, как у вас в городе, у нас в Москве аренда нашей точки стоит 60 тысяч рублей. И в первый месяц вам нужно будет, скорее всего, оплатить аренду за 2 месяца. То есть аренда сразу у нас идет 120 тысяч рублей. После этого, если у вас не очень хорошее помещение, то вам надо будет там сделать ремонт. Зависит от вашего желания, какая там будет красота, и от состояния помещения. У нас было много работ, там нам ремонт стал в 300 тысяч рублей. Ремонт помещения. Дальше. Торговая мебель. Где у вас будут располагаться моды, шкафчики закрывающиеся, стойки под жижу, стойка для продавца. Все вот это вам тоже надо будет купить и обставить ваш вейп-шоп. У нас это стоило 100 тысяч рублей. И, конечно, вам нужно будет закупиться хорошенько товаром, чтобы потом его продавать. Давайте сейчас в этом расчете будем брать сумму в 250 тысяч рублей. То есть на 250 тысяч рублей вы купите железок и всевозможных жидкостей. 250 тысяч рублей. Дальше будем считать, что предположим, вы продадите все товары, которые купили. Конечно, этого не будет, что-то останется, но в течение месяца, когда у вас начнутся продажи, вы тоже сможете что-то сразу покупать. А также, возможно, вы у кого-то что-то возьмете на реализацию. Для упрощения расчетов представим, что вы продадите все, что у вас есть. По нашим цифрам, примерно получается, за 250 тысяч купили, за 500 тысяч продали. Это все. Выручка у нас здесь будет. Выручка 500 тысяч рублей. Но также у вас будут и другие траты. Заработная плата сотрудников. Давайте представим, что это маленький магазин, где есть вы, руководитель, и 2 продавца. Вы, как руководитель, себе поставите зарплату, предположим, 50 тысяч рублей. Или потом тоже это дадите кому-то, чтобы эту функцию делать. А продавцы у вас получают по 25 тысяч рублей. Итого зарплата в месяц у нас будет 100 тысяч рублей. Реклама. Тут сложный вопрос, конкретного решения нет. Потому что реклама зависит от того, как вы позиционируетесь. Например, вы можете позиционироваться как районный вейп-шоп спального района. Тогда вам нужна будет реклама по вашему району. Вы можете рекламироваться как лучший вейп-шоп в городе. Тогда вам надо будет через соцсети бомбить рекламу по всему городу. Вы можете позиционироваться как самый большой ассортимент железа, как самый большой ассортимент жидкости. В зависимости от вашего позиционирования будет уточняться и формироваться бюджет рекламы. Давайте простенький возьмем 20 тысяч рублей. Хозяйственные расходы. Салфетки, туалетная бумага, вот эти вот все мелочи, которые есть, 3000 рублей в месяц уходит. Вода и так далее. Связь. Интернет-телефония, сотовые телефоны, все, что может вам пригодиться здесь. Давайте возьмем тоже 3000 рублей. Обслуживание. Какой-нибудь мастер приехал, что-то починил, сделал. Давайте возьмем еще 2000 рублей. Сколько вам надо будет платить по кредитам в месяц? Если вы не на свои деньги делаете, а на привлеченные деньги инвестора, возможно, он что-то захочет получать обратно каждый месяц. И это может быть фиксированная сумма. Тут она X, потому что мы не знаем про ваши условия. Налоги. Разные бывают схемы налогообложения, совсем светлые, наполовину светлые, темные. Зависит от того, как вы решите вести бизнес. Тоже эта сумма будет для вас уникальная. От 0 до хорошей суммы. Аренда. Опять аренда и закупки. В первый месяц вы их платить не будете, потому что вы их уже заплатили, когда
вейп-шоп открывали. То есть в первый месяц уже аренда учтена, 0 будет, а потом она будет, соответственно, 60 тысяч рублей. И закупки. Ну, мы уже купили в первый месяц, то есть нам не надо тратить денег, а потом, опять же, на какую-то сумму вы будете закупаться. Ну, предположим, каждый месяц будете закупаться на 250 тысяч рублей. Но еще раз повторюсь, вот эти два пункта в первый месяц мы не вкладываем. Теперь считаем, что у нас получается. Вот мы вкинули денег, заработали 500 тысяч рублей. На следующий месяц нам нужно отдать зарплату 100 тысяч рублей, остается 400. Выплачиваем за рекламу, за хозрасчеты, связь, обслуживание. Получается 372 тысячи рублей. Покупаем товары на 250 тысяч, остается там 122 тысячи рублей. И 60 тысяч отдаем за следующий месяц за аренду. То есть бизнес вам принесет, как владельцу бизнеса, если вы ничего сами не делаете, а делают только ваши наемные сотрудники, вот вы получите в месяц 62 тысячи рублей при такой модели. Вот. Но если вы еще руководитель себе зарплату считаете, то тогда вы получите 50 плюс 62 тысячи, 112 тысяч рублей. Но теперь дальше. Что я хочу обязательно рассказать. Обязательно используйте такой инструмент, как декомпозиция. Что это значит? Если надо выручку в месяц 500 тысяч рублей, мы начинаем думать так, а сколько же в день тогда мне выручка нужна? 50 делим на 30, получается примерно, ну давайте там, 18 тысяч рублей. На 18 тысяч рублей вы должны каждый день, но продать. В день на 18 тысяч рублей. В день. Вы должны продавать, чтобы у вас были эти цифры. И вы всю вашу рекламу, теперь, после того, как вы все это сделали, все вы ваши мысли направляете, как же мне делать 18 тысяч рублей в день. И после этого вы можете посчитать ваш средний чек. То есть сколько общую выручку в день разделить на количество людей, которые к вам заходят. Ну, например, 10 человек пришли и у вас что-то купили. То средний чек получается 1800. Средний чек. И нужно для этого 10 продаж в день. И теперь, после этого, вы каждый день думаете о том, как мне сделать 10 продаж в день. Как мне сделать 10 продаж в день. Нанимаете флаерщиков, чтобы они раздавали листовки. Собираете группы ВКонтакте, которые есть в вашем регионе. Если в Москве проще. В Москве есть много вейперских групп, в которых можно рекламироваться. Если бы мы были, например, где-то в Туле, например, я бы нашел все группы ВКонтакте в Туле, которые общегородские. Развлечения в Туле, куда пойти потусоваться, скидки в Туле, спецпредложения в Туле. Вот таких групп наверняка много. И всем бы написал, сказал, ребята, прорекламируйте наш вейп-шоп. Кто-то согласится, кто-то откажется, но где можете, размещайтесь. Смысл такой, чтобы у вас было 10 продаж в день. Если у вас получится, работайте с институтами, найдите лидеров мнений. Обычно в группе, в институте всегда есть человек, который лучше других понимает. Вот я в компьютерах лучше всех понимал. У нас в группе в институте по компьютерным вопросам ко мне все обращались. У меня был однокурсник, Женек. Он лучше всех в автомобилях понимал. У него все консультировались по этому поводу и чинились. Вот вам надо искать таких людей, к которым обращаются по вейпу, и давать им скидки, приглашать их на ваше мероприятие, на дегустацию жидкости, чтобы они были вашими постоянными клиентами. И тогда они подтянут за собой всех остальных людей. Вот коротко, что я вам хотел рассказать про наш опыт открытия магазина, про цифры, которые есть, и на что вам следует в первую очередь обращать внимание. Спасибо большое за внимание. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях к этому видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте друзьям. Мы стараемся отвечать на все ваши вопросы. Счастливо!